Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения. И сегодня видео по просьбе моих подписчиков мы поговорим о вредителях, о болезнях комнатных растений, о том, как их обнаружить и чем обезвредить. Давайте начнем с вредителей. Мучнистый червец. Маленькие беленькие пушистые комочки. Пока их мало, они могут прятаться где-то в пазухах листьев, в точке роста, где-то с нижней стороны листа, и при беглом осмотре их заметить сложно. Когда их становится больше, теснота их заставляет выползать уже на поверхность листа, и тогда заметить их достаточно легко. Мучнистый червец питается соком растения, из-за чего рост растения может прекратиться вообще, либо новые листики начинают развиваться очень слабыми, кривыми, крученными и маленькими. На моих растениях мучнистый червец присутствовал на хвое. Его я обнаружила спустя 3 недели после покупки. Он расположился в основании растения. В целом растение выглядело прекрасно, но не было никакого роста, пока я полностью не избавилась от этого вредителя. Также мучнистый червец присутствовал на кротоне, когда мне его только подарили. Не сказать, что самый опасный вредитель, но даже он может довести растение до гибели. Прошлым летом я купила мирт со стволом согнутым в спираль. У растения очень мелкая и густая листва, плюс в самой коре очень много таких мест, где можно спрятаться. Поэтому, как я не боролась с этим вредителем, победить мне его не удалось, и растение очень скоро погибло. К сожалению, так случается. На больших мясистых листьях обнаружить его, конечно, легче и избавиться от него проще. Первое, что нужно сделать, это механически его снять, после чего обработать растение соответствующим препаратом. С этой стороны у меня выставлены препараты, которыми можно обрабатывать растения от вредителей. Так, это тоже сюда. Следующий вредитель – это клещи, в том числе паутины. Самый коварный вредитель из всех, которые могут быть, потому что его сложно обнаружить. Питается соком растений, из-за чего гибнут и уже существующие листья, ну и, соответственно, нет нормального роста растения. Листики слабые, маленькие, могут долго не выходить, растение останавливается в росте, грунт начинает плохо просыхать. Про клеща у меня есть отдельное подробное видео, ссылочку я оставлю в описании. Отдельное видео есть про клеща на фикусе эластика. Обязательно посмотрите эти видео, особенно если у вас новое растение и оно начинает на глазах умирать. В большинстве случаев это не ошибки ухода, это присутствие вредителей. Как его обнаружить, по каким признакам, я там все рассказала, повторяться не хочу. Сейчас более подробно остановлюсь на препаратах и о том, как ими обрабатывать. Все вот эти препараты слева от меня направлены на борьбу с клещом. В основном все они действуют на взрослую стадию клеща. Но помимо взрослых особей, клещи еще откладывают яйца, которые проходят несколько стадий развития. И на них этот препарат не действует. Через какое-то время они становятся взрослыми, и вы получаете новую порцию вредителей. Именно поэтому рекомендуется обработка 3-4 раза разными препаратами. Если у вас на каком-то растении был клещ, очень рекомендую хотя бы раз в год делать профилактические обработки. Также обработку необходимо повторять при первых признаках появления этого вредителя. Все вот эти препараты продаются в магазинах, стоят недорого, в среднем 30-50 рублей за ампулу 2-4 мл. Этого вполне достаточно, чтобы обработать несколько растений. Есть еще другие препараты, которые в магазине не купишь, они продаются в основном в интернет-магазинах, где вы заказываете нужный вам объем 2 мл, 5-10 и вам разливают в ампулки и продают столько, сколько нужно. Эти ампулки сопровождаются вот такой инструкцией, где написано, против каких вредителей направлено средство, как разводить, сколько раз обрабатывать. Вот я покупала Канимайт, Аберон и Тедион. Эти препараты действуют на все стадии клеща. Какой принцип действия у вот этих препаратов подороже и вот этих подешевле? Этими препаратами мы обрабатываем листья растений, яд впитывается, и когда клещ или другой вредитель высасывает сок, он вместе с ним поглощает яд, в результате чего взрослый особь погибает. Так как яйца еще яйца и ничем не питаются, то на них этот яд и не действует. К тому времени, пока они станут взрослыми, яд уже прекратит свое действие. И если в это время не сделать обработку повторно, то они начнут дальше вредить растению, плюс отложат следующую партию яиц. Вот эти препараты делают так, что клещ перестает размножаться. При этом на них так и написано, что гибель взрослых особей наступает по естественным причинам. Поэтому, скорее всего, обработав растение этим препаратом, моментальный эффект вы не увидите. Потому что все те клещи, которые находились на растении и высасывали из него соки, они так и продолжат это делать. Просто не будет новой популяции. Поэтому, например, производитель Аберона так и написал в своей инструкции, что желательно использовать препарат
параллельно с другими акарицидами, эффективными против взрослой стадии клеща. Поэтому лучше сразу обработать и тем, и другим. Не знаю, можно их смешивать или нет, поэтому лучше сделать перерыв хотя бы пару дней. Разведенные растворы хранению не подлежат. Считайте, что препарат начинает терять свою эффективность с того момента, как вы его развели. Поэтому чем быстрее вы начнете и закончите обработку, тем лучше. Обрабатывать этим препаратом растения на следующий день уже точно никакого смысла не имеет. Каждый из этих препаратов имеет класс опасности 2 или 3. Это означает, что они опасны для обычных насекомых. Именно поэтому обработку рекомендую проводить в утренние или вечерние часы, если вы это делаете на улице. Если же вы это делаете дома, в помещении, то можно выбрать абсолютно любое время. Не забудьте обезопасить себя перчатками и маской, потому что для человека это тоже не полезно. Еще один популярный вредитель комнатных растений – это щитовка. Вредитель достаточно крупный, но на ранней стадии обнаружить тоже непросто, потому что отлично маскируется под какие-то наросты на стеблях и на листиках. Особенно если листья темно-зеленые или вот такие пестрые. Когда же количество вредителей увеличивается, то не заметить ее уже становится сложно. Так же, как и мучнистого червеца, щитовку необходимо механически удалить. Но сделать это уже не так просто, как с предыдущими вредителями. Она очень плотно въедается в мякоть растения, стебля или листа, и чтобы ее убрать с этого места, приходится приложить усилия. После ее удаления на растении может остаться небольшое повреждение. Трипсы – еще один вредитель комнатных растений. К счастью, на моих растениях этой гадости не было, поэтому более подробно рассказать не могу. Если внимательно осматривать растения, его листики, то обнаружить достаточно легко. Какой бы вредитель ни поселился на вашем растении, его необходимо сначала удалить механически, снять ваткой, промыть растение под водой и только после этого делать обработку. Растения могут пострадать не только от вредителей, но и от болезней. В основном это грибные и бактериальные болезни. Возникают они тогда, когда мы переливаем растения, когда при высокой влажности растения плохо проветриваются, и также являются следствием пребывания вредителей, так как вредители ослабевают иммунную систему растений, оставляют липкие и сладкие выделения, которые привлекают как других вредителей, так и грибные болезни. Обнаруживается достаточно легко, это появляются какие-то серые, коричневые пятна на листьях, налет в виде муки, чернота на стеблях и у оснований растений. Препараты от этих болезней также существуют, очень рекомендую покупать те, на которых написано, что они и от грибных, и от бактериальных болезней. Как обрабатывать, на них написано. Если это корневая гниль, проливается грунт. Если это что-то на листьях, идет опрыскивание. На обратной стороне упаковки обычно все подробно расписано. По средствам от вредителей. У меня на Яндекс.Дзен есть статья. Там есть небольшая табличка со списком препаратов и спектром их действия. На каких вредителей они действуют, на каких нет. Ссылку на эту статью я также оставлю в описании под видео. Также для профилактики появления вредителей и развития болезней можно использовать табачное мыло. Если же вредитель устроил на вашем растении пир, то табачное мыло здесь уже будет бессильным. Здесь у меня стоят несколько растений, которые пережили вредителя, и сейчас я хочу пару слов о них рассказать. Хочу начать с кротона. Это растение с моего самого первого видео номер 1. Если кто-то его смотрел, то тогда на видео это был такой чуть поменьше кустик, но с красивой плотной листвой. Как я уже говорила, сначала после покупки на нем поселился мучнистый червец. Побороть его получилось тоже не сразу, пришлось сделать где-то 3 обработки, после чего этот вредитель исчез. Но сразу после него на растении поселился клещ. Тяжело обнаружить клеща на кротоне, потому что его листики очень пестрые и какие-то точки, проколы, пятнышки на них абсолютно не видно. Когда на моем кротоне поселился клещ, он просто немножко опустил листики, и было ощущение, что кротону не хватает воды. Но сколько бы я его ни поливала, что бы я ни делала, листики назад не поднимались. Я сделала 2 обработки, но препараты, видимо, не подействовали. Такое, к сожалению, тоже происходит. И мой кротон всю осень и всю зиму потихоньку по одному сбрасывал все листья. Я уже устала что-то предпринимать. Это растение у меня просто стояло в сторонке, и я смотрела, что с ним происходит. И когда я делала очередную профилактическую обработку всех растений, заодно я обработала кротон. И, видимо, тот препарат, которым я обработала, наконец на него подействовал, потому что те несчастные 5 листиков, которые на нем остались, приподнялись, и с этого момента растение начало активно расти. Причем настолько активно начали пробуждаться на нем почки, что пришлось даже их местами прищипнуть, потому что я поняла, что ему просто не хватит сил все это раскрыть. И вроде бы наконец-то он весь оброс, стал такой красивый. И снова наступает жаркое лето, и опять клещ начинает на нем плодиться. К сожалению, кротон, как и фикус, не сохраняет поврежденные листья, он старается быстренько от них избавиться. Поэтому вновь у меня появился
такой голый ствол. Те листья, которые были сильно повреждены, уже отпали, но несколько старых, вот этих, которые красненькие, еще остались. Теперь при каждой возможности я стараюсь его обрабатывать. В общем, думаю, что история на этом еще не закончилась. Очень уж любит его клещ. Следующее растение это спатифилум. Здесь немножечко другая история. Также изначально на растении был клещ. Клеща удалось побороть, но после этого растение начало болеть. Начали подгнивать корни, основание начало чернеть. И в чем была проблема, я так и не выяснила. Я делала обработку вот таким препаратом, аллерин Б, но он именно от грибных заболеваний. Он моему растению, к сожалению, не помог, и оно практически погибло, пока я не поставила его в воду с алоэ. Именно алоэ на тот момент спасло это растение. Возможно, это была какая-то бактериальная болезнь, именно поэтому я рекомендую препараты, на которых написано от грибных и бактериальных болезней. Здесь было только от грибных. Вот такой препарат, я знаю, очень многие любят. Поэтому, если вам не помог один препарат, обязательно попробуйте и вторым, и третьим. Есть алоэ, попробуйте алоэ, но это тоже не панацея, он тоже не всегда помогает. Но я считаю, что нужно пробовать использовать разные средства, разные препараты, какой-то из них должен помочь. Гордения. Показывала это растение, когда снимала видео про клеща. Если кто-то будет смотреть то видео, то обязательно ее там встретит. Тоже начинала болеть. В горшке было посажено 6 растений, в итоге осталось в живых только 4. Но несколько обработок от клеща, и мне удалось гордению сохранить, спасти. И вот сейчас она уже собирается цвести. Фиалку я сюда поставила просто так, потому что она красиво цветет. Фиалки это те растения, которые чаще страдают от болезней, чем от вредителей. У них начинает загнивать основание, и растение погибает. Но в моем случае, наверное, это то растение, которое я купила, и оно ничем не болело и было абсолютно без вредителей. Такое случается, но, к сожалению, очень редко. У меня есть сейчас несколько растений, которые плохо растут, и сейчас как раз подошло время их очередной обработки. Сегодня я буду обрабатывать препаратом Фитоверм. Рекомендуемый расход 2 мл на литр. Что я делаю? Я беру литровую бутылочку, выливаю туда препарат, закрываю, перемешиваю. И теперь вот здесь у меня уже пол-литра воды. И еще половину я отсюда добавляю. Какие растения я буду обрабатывать? Ну, как я уже говорила, кротон обязательно в первую очередь. Обрабатываю от клеща в основном, потому что больше ничего на нем не вижу. Был такой вопрос, причем не один раз, как проводить обработку от клеща, еще от чего-то, от кого-то, по листу или проливать. Вот смотрите, я сейчас обрабатываю препаратом, от которого клещ погибает, когда питается соком растения. Соответственно, тогда, когда он сидит на листе. Даже если он случайно сейчас упадет у меня в грунт, этот клещ, он там явно ничего употреблять не будет. Поэтому смысла обрабатывать грунт никакого нет. Если бы это был препарат, который действует на все стадии клеща, о котором я говорила в начале видео, тогда опрыскать, обработать грунт сверху смысл есть. А так достаточно только по листу. Далее я обработаю гордению. Так как клещ на ней тоже был, я вижу, что он там маленькие нижние листики опять начинают подсыхать. Там
знаю, если видно. Вот, поэтому, несмотря на то, что она в бутонах, я ее обработаю. Потому что если сейчас какой-то клещ проснется, эти бутоны он быстренько тоже скушает. Сок из них весь выпьет, и они просто отвалятся. Когда я покупала ее, тоже она была вся в бутонах, но ни один из них в итоге не распустился из-за клеща. Поэтому будем действовать на опережение. Пока, если он есть его тут мало, лучше с ним сразу разобраться. Так, филодендрон. Мое последнее приобретение. Буквально у меня несколько дней. Ну вот посмотрите, видите, точка роста и уже отсохла. И здесь, и здесь. Поэтому без всяких сомнений обработка ему нужна. Вообще вот прийти обработать растения в магазине сейчас, мне кажется, это первое, что мы должны сделать. Не торопитесь пересаживать. У большинства растений грунт достаточно хороший. Например, гордения у меня все еще сидит в покупном грунте. Я ее даже не пересадила. Лимонное дерево. Тоже многострадальное, тоже постоянно в клеще. Покупала на частных объявлениях. Ну вот тоже все листики посбрасывала, заново растет, снова сбрасывает. Поэтому вот постоянно приходится его обрабатывать. Цитрусовые тоже клещ очень любит покушать. Антуриум. Несмотря на хорошие условия содержания, на подкормке, посмотрите, листья какие растут, такие красноватые. Причем могут порваться. Какие-то подсушивают до сих пор края. Поэтому, конечно, даже если ничего не видно, никто не ползает, я предпочитаю такие растения тоже обработать. После обработки, если есть возможность, то желательно вот такие краешки сухие срезать. Ну, во-первых, растения будут сами посимпатичнее выглядеть. А во-вторых, это своего рода контроль, появляется ли что-то новое на листьях. Потому что если пятна будут проявляться дальше, значит нужна еще обработка. Еще и еще. Ну и вот таким образом я обрабатываю сначала те растения, которые меня беспокоят. Калатея зебрина все никак не придет в себя. Вроде только красивые листья нарастит, и опять начинается. Вот медальоны руфибарба как-то в этом плане попроще. Несколько обработок, и они прекрасно растут. Зебрина почему-то покапризнее оказалась. Обработка завершена. Вот столько растений я смогла обработать 2 литрами раствора. При этом я не жалела его, то есть можно было растянуть на гораздо большее количество растений. Когда растений много, это весьма энергозатратная процедура. Пока все растения принесешь, пока опрыскаешь, пока на места все расставишь. Но с другой стороны, когда видишь результат, и твое растение начинает расти здоровым, цвести, то это не может не радовать. Желаю нам всем здоровых растений, да и себе здоровья тоже. Надеюсь, видео было вам полезным. У меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!